BTS в Балтиморе от предупреждений о непогоде до ревущего стадиона. Привет, ARMY! Представьте себе день, который должен был пройти в предвкушении концерта BTS, но начался с тревожного ожидания. За несколько часов до запланированного выступления группы в Балтиморе погода резко испортилась. Небо затянуло тучами, хлынул сильный ливень, поднялся ветер, а предупреждения об опасных погодных условиях заставили многих фанатов волноваться. Из-за сложившейся ситуации саундчек, события, которого так ждали многие ARMY, пришлось отменить в целях безопасности. Фанаты, приехавшие заранее и долго ждавшие начала, естественно, были разочарованы. И все же в таких непредсказуемых погодных условиях безопасность зрителей, артистов и всей команды оставалась главным приоритетом. Возникли вопросы, состоится ли концерт в этот вечер. Какое-то время над стадионом висела неопределенность. Но постепенно погода начала налаживаться. Дождь стих, ветер улегся и появилась надежда. Наконец пришла долгожданная новость: концерт BTS состоится. И когда BTS наконец появились на сцене стадиона T-Bank, атмосфера в Балтиморе мгновенно преобразилась. Тревоги, терзавшие фанатов, сменились ликованием, криками, сиянием лайтстиков и невероятной энергией ARMY. Однако испытания вечера на этом не закончились. Во время выступления на больших экранах стадиона произошел технический сбой. Для зрителей, сидевших далеко от сцены, эти экраны были бесценны, они позволяли лучше видеть происходящее на сцене. Но когда случился сбой, произошло нечто удивительное: голоса ARMY зазвучали громче. BTS продолжали выступать, а тысячи фанатов откликались из каждого уголка стадиона. BTS пели, и ARMY подпевали им в ответ. Вместе они создали невероятно мощную атмосферу. Этот момент стал напоминанием о том, что концерт — это не только гигантские экраны, визуальные эффекты или безупречная техника. Есть нечто гораздо более важное — связь между артистом и его поклонниками. Балтимор прекрасно это продемонстрировал. Балтимор превратился в море фиолетового цвета. Еще до начала концерта город наполнился уникальной энергией ARMY. Поклонники съезжались отовсюду, многие были одеты в фиолетовое и держали в руках светящиеся палочки, плакаты и разнообразную атрибутику BTS. Атмосфера вокруг стадиона напоминала грандиозный фестиваль, тысячи людей собрались здесь ради одной цели — увидеть выступление BTS вживую. Один из фанатов даже привлек всеобщее внимание костюмом, напоминающим гигантскую статуэтку Грэмми. Изображение этого наряда транслировалось на экранах стадиона, став одним из самых ярких моментов перед началом шоу. Однако мало кто ожидал, что главным испытанием дня станет погода. Во второй половине дня небо над Балтимором затянуло тучами. Хлынул сильный ливень, поднялся ветер, а предупреждения об опасных погодных условиях заставили всех насторожиться. В такой ситуации решение отменить саундчек было вполне обоснованным. И хотя фанаты ARMY, ожидавшие начала, наверняка были разочарованы, безопасность оставалась главным приоритетом. В конце концов, погода начала налаживаться, дождь стих, ветер улегся, и на стадион вернулась надежда. В итоге BTS все же смогли выступить перед своими поклонниками. Более того, после дождя воздух стал прохладнее, что придало вечеру особую атмосферу. А когда шоу началось, стадион мгновенно наполнился энергией ARMY. Когда техника дала сбой, голоса фанатов зазвучали еще громче. Затем последовал еще один сюрприз. Во время одного из номеров произошел технический сбой на большом экране. На первый взгляд, такая ситуация могла бы испортить впечатление от концерта, но реакция ARMY превратила этот момент в нечто особенное. Они продолжали петь. Они продолжали поддерживать артистов. Они не сбивались с ритма и продолжали выступление вместе с BTS. Казалось, будто в тот момент, когда техника подвела, весь стадион зазвучал благодаря человеческим голосам. Атмосферу дополнительно оживил интерактив в формате «вопрос-ответ», звуки со сцены встречали мощным откликом тысячи голосов ARMY. Это было не просто наблюдение за шоу, это был музыкальный диалог между BTS и их поклонниками.
А затем наступил момент, сделавший этот балтиморский вечер поистине незабываемым. Арми хором запели «Ариран». Только представьте, песня, глубоко укорененная в корейской культуре, звучит в унисон в исполнении тысяч фанатов на огромном стадионе в США. Люди приехали из самых разных мест и имели разное происхождение, но в тот вечер они стояли вместе, наслаждаясь музыкой и приобщаясь к частичке корейской культуры, которую группа BTS вывела на мировую сцену. Пережив дождь, ветер, отмену саундчека и технические неполадки, BTS и ARMY наконец оказались в одном месте, на одном стадионе, в один вечер, чтобы пережить незабываемое событие. Песня «Телпорти» всколыхнула воспоминания. Но на этом сюрпризы в Балтиморе не закончились. Пока звучала «Телпорти», атмосфера вновь изменилась. У многих ARMY эта композиция вызвала воспоминания о временах, когда BTS и их поклонников разделяли расстояние и обстоятельства. Теперь, спустя столько времени, BTS и ARMY снова стояли вместе на огромном стадионе. Именно это сделало момент таким эмоциональным. Когда зазвучала рэп-партия Sugi Sugar, восторг толпы достиг пика. Стадион наполнился ликованием, казалось, тысячи ARMY празднуют долгий путь, который наконец привел их к этому моменту. Однако затем зрители перенесли еще дальше в прошлое, к песне «Сенгэнэмджир» и ностальгии по раннему творчеству BTS. Boy in Love, также известная как «Сенгэнэмджир», пробудила иные чувства. Этот трек из раннего периода группы напомнил фанатам о временах, когда 7 участников только завоевывали признание, шли к своей мечте и постепенно выходили с корейской сцены на мировую арену. Слышать эту песню вживую спустя годы было словно листать альбом с самыми дорогими воспоминаниями. От ранней «Сенгэнэмджир» к «Телпорти», напоминающей о периоде, когда BTS и ARMY не могли встретиться лично, и, наконец, к воссоединению на огромном стадионе в 2026 году, все это ощущалось как фрагменты долгого пути, собранные воедино в один вечер. Возможно, именно поэтому концерт в Балтиморе стал таким особенным. Дело было не в том, что все прошло идеально, напротив, этот вечер был полон непредвиденных событий. Плохая погода тревожила фанатов, саундчек пришлось отменить, а на больших экранах возникли технические неполадки. И все же концерт состоялся. BTS выступили, а ARMY выплеснули всю свою энергию. Дождь, поначалу вызывавший беспокойство, в итоге прекратился. А сбой экрана лишь подчеркнул невероятную мощь голосов зрителей. Исполнение «Ариран» подарило мгновение единения, наполненное глубоким культурным смыслом, а песни «Телпорти» и «Сенгэнэмджир» позволили многим фанатам мысленно вернуться в прошлое и вспомнить разные этапы творческого пути BTS. Все эти события сложились в единую историю. Концерт не был безупречным, но он стал особенным воспоминанием. Порой лучшие воспоминания рождаются не из идеального выступления, а возникают тогда, когда происходит что-то неожиданное, и артисты вместе с фанатами встречают это лицом к лицу. Именно такой вечер пережил Балтимор. Вечер, когда лил дождь. Вечер, когда ветер заставлял всех волноваться. Вечер, когда пришлось отменить саундчек. Вечер, когда барахлили экраны. Но также вечер, когда голоса BTS и ARMY слились в унисон. Вечер, когда тысячи людей пели «Ариран». Вечер, когда «Телпорти» пробудила воспоминания. И вечер, когда «Сенгэнэмджир» напомнила всем о долгом пути, пройденном BTS с самых первых дней карьеры. В конечном счете, Балтимор стал для BTS и ARMY чем-то большим, чем просто местом проведения концерта, он стал частью их общей истории. Истории о музыке, о ностальгии, о культуре, о долгом пути и, конечно, о долгожданной встрече. Шторм и дождь могли создать напряжение. Саундчек могли отменить. Могли возникнуть технические неполадки. И все же ничто из этого не испортило фанатам настроение. Напротив, эти неожиданные события подарили моменты, которые присутствовавшие, вероятно, будут бережно хранить в памяти всю жизнь. Ведь концерт – это не только то, что выглядит идеально на сцене, это то, что переживается сообща. BTS получили возможность вновь предстать перед ARMY, а фанаты пережили вечер, который наверняка займет особое место в их собственной истории.
А когда все закончилось, остались музыка, голоса тысяч поклонников, море сияющих лайтстиков и чувство, что после стольких испытаний они наконец-то собрались вместе в одном месте. Итак, ARMY. Если вы следили за событиями в Балтиморе, какой момент запомнился вам больше всего? Может быть, тот, когда ARMY продолжали петь, несмотря на сбой экранов? Или когда весь стадион исполнял A-Ring? А может, песни Телпорти и Boy in Love заставили вас вспомнить долгий путь BTS? Делитесь своими ответами в комментариях, ведь у каждого из вас наверняка есть тот самый момент, оставивший неизгладимое впечатление. И если вам понравился этот рассказ, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и включить уведомления, чтобы не пропустить свежие новости о BTS и ARMY. Мы продолжим следить за их путем, за каждым этапом, каждым мгновением и каждой историей, делающей этот совместный путь BTS и ARMY поистине незабываемым. До встречи в следующем выпуске новостей о BTS. Пока, ARMY!